Женщина поступает в больницу, рыдая от боли в животе, и врачи, проведя ультразвуковое исследование, принимают решение немедленно ее оперировать. Но никто не ожидал, что из нее выйдет нечто ужасное. Дорогие зрители, прежде чем мы продолжим, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра! Марина находилась на кухне своей квартиры, сосредоточенная на приготовлении обеда, когда внезапно почувствовала острую боль в животе. Резкую, абсолютно необычную боль, которую никогда прежде не испытывала. Вздрогнув, она выронила сковороду из рук, рассыпав по полу все продукты. Виктор, ее муж, услышав шум, поспешил на кухню. «Марина, что случилось? Ты в порядке?» — спросил он, распахнув дверь с широко раскрытыми глазами. Женщина попыталась не придавать значения случившемуся, приложила руку к животу и натянуто улыбнулась. «Ничего страшного, Витя. Просто небольшие спазмы в животе. Уже отпустила». Несмотря на это, Виктор помог ей убрать беспорядок. Но он не мог игнорировать то, что замечал последние несколько дней. Марина явно переживала по поводу своего тела. «Я вот что думаю», — начал он с осторожностью. «У тебя живот в последнее время как будто немного раздут. Может, стоит показаться врачу?» Марина закатила глаза и отмахнулась. «Вздутие — это ерунда. Я, может быть, переедаю. Просто меньше стану есть и побольше гулять, и все пройдет». Виктор не унимался, хоть и говорил в шутку. «Да, если бы я не знал, что мы не можем больше иметь детей, я бы сказал, что ты беременна». Марина рассмеялась. «Ох, Витя, не неси чепуху». Тем не менее, она все же взялась за режим. Диета, физическая активность, велосипедные прогулки по набережной — все как по плану. Но, к ее удивлению, живот не уменьшался. Наоборот, он будто раздувался еще сильнее. Более того, появилась постоянная боль и ощущение, будто внутри что-то шевелится. Она убеждала себя, что это просто воображение. Марина — мать 3 детей, все роды прошли дома. Она избегала больниц и доверяла только народной медицине — травы, чай, компрессы. А вот ее муж был полным ее антиподом. При малейших симптомах он шел в поликлинику. И теперь, видя, как жене все хуже, он настоял. «Мариночка, пора к врачу. Нельзя так, не шутка это уже». Но она упрямо отказалась. «Сегодня приедут дети с внуками. Хочу провести с ними день. Выпью чай с мятой, и пройдет. Наверное, просто задержка жидкости». Виктор тяжело вздохнул. «Да ты упрямая, как танк. Придется тащить тебя силой». На семейный обед собрались дети, привезли малышей. Марина надела свободное платье, чтобы скрыть живот, но это не осталось незамеченным. «Мам, ты точно не беременна?» — пошутила старшая дочь, и все засмеялись. Тогда Виктор воспользовался моментом и рассказал детям, как мать мучается, но отказывается ехать в больницу. «Да, все хорошо», — попыталась отшутиться Марина. Но тут боль пронзила ее сильнее прежнего. Она чуть не упала, но сын подхватил ее. Дети забили тревогу. Но Марина снова отказалась ехать. «Дайте мне просто насладиться днем. Если к концу недели не пройдет, обещаю, схожу к врачу». Прошло 2 дня. Боль усилилась, живот стал огромным. Виктор больше не выдерживал. Наблюдать, как живот Марины растет, было невыносимо. Он уже не сомневался, там что-то живое. Утром он проснулся в раздражении. Всю ночь слышал, как жена ворочалась. На кухне он застал ее за завариванием трав. «Сегодня боль уйдет, Витя. Я сделала самый крепкий чай. Вот увидишь. Сегодня мы идем в больницу», — отрезал он. «Собирайся». «Я не пойду», — крикнула Марина. «Со мной все в порядке». Но в этот момент она вскрикнула, согнулась от боли и упала. Виктор в ужасе подхватил ее.
Боль была не как раньше. Что-то внутри двигалось, словно вырываясь наружу. Он положил руку на живот жены и резко отдернул. Там действительно что-то шевелилось. Без лишних слов он схватил ключи, поднял жену и повел к машине. Она кричала, больше не оправдываясь. В машине он нервно пробормотал. «Давно надо было поехать. Упрямая ты». Когда они прибыли в городскую больницу, медсестры уже слышали ее крики. Увидев живот женщины, одна из них воскликнула: «Беременная! Срочно! Рожает!» Марину положили на носилки. Она не могла говорить, только стонала. Врач, доктор Ирина, опытный акушер, подошла к ней. «Сколько недель?» «Я не беременна», — прошептала Марина. Виктор подтвердил это. Доктор решила провести ультразвуковое исследование, прежде чем делать какие-либо действия. В смотровом кабинете Марина лежала, стиснув зубы от боли. Доктор Ирина включила аппарат и повела датчиком по животу. И тут ее лицо изменилось. Это не плод, это не схватки, это нечто другое. На экране что-то огромное, извивающееся, плавающее внутри живота. Что-то живое, никакой анатомической логики. Виктор и Марина посмотрели на Ирину в ужасе. «Что это?» — спросила Марина. «Я пока не могу сказать. Приведите доктора Савченко», — приказала она. Через минуту гастроэнтеролог Савченко прибежал, взглянул на экран и ахнул. «Этого не может быть, но это похоже на червя». Он потребовал срочную эндоскопию. Только так можно было подтвердить догадку. Через несколько минут во время процедуры все подтвердилось. У Марины внутри был огромный ленточный червь. «Это мутант», — сказал Савченко. «Он вырос до невероятных размеров. Нам нужно его извлечь. Срочно». Марина задрожала. «Операция? Она, которая всю жизнь обходилась народной медициной?» Но выбора не было. Она кивнула, сжав руку Виктора. Во время операции врачи переглянулись, не веря своим глазам. Это действительно был огромный паразит. Хирург аккуратно извлек его и отправил в лабораторию. Это и правда ленточный червь, но он мутировал, возможно, из-за зараженной пищи, пояснил врач. К счастью, организм Марины не был поврежден. Она прошла обследование, и врачи подтвердили: все чисто, червь был один. С этого дня Марина зареклась откладывать визит к врачу. Теперь она и Виктор проходят медосмотры вместе. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.